Иван, посмотри, вот этот замороженный борщ. Мама, он уже здесь много месяцев лежит. Я сама не помню, когда мы его готовили. Может, зимой? Тогда было холодно. Да, кажется, перед Новым годом. Он еще хороший или лучше выбросить? Я боюсь, что он испортился. Но жалко еду выбрасывать. Давай откроем контейнер и посмотрим. Осторожно, запах может быть неприятный. Может, нагреем чуть-чуть и попробуем? Хочешь рискнуть? Я не уверена. Мама, но вдруг он совсем свежий. Если сомневаешься, лучше не есть. Жалко, это твой вкусный борщ. Я еще сварю суп для тебя в следующий раз. Мы можем сварить борщ на выходных. Хорошая идея, купим свежие овощи. Ты купишь свеклу на рынке? Обязательно. И капусту свежую возьму. Может, добавить картошку побольше? Конечно, я знаю, что ты любишь картошку. Ты всегда готовишь очень вкусно, мама. Спасибо, сынок, приятно слышать. Но давай решим, что делать с этим борщом. Давай все-таки выкинем его, жаль, но так лучше. Согласна, безопасность важнее еды. У нас еще есть пельмени в морозилке. Да, можем их сварить сегодня. Отлично, я люблю домашние пельмени. Я тоже, а борщ сварим на днях. Спасибо, мама, ты лучшая. Спасибо, сын, что помогаешь на кухне. Папа, почему ты все еще держишь этот старый чемодан? Этот чемодан мне очень дорог, Оля. Но он уже такой старый и пыльный. В этом чемодане много воспоминаний. Какие воспоминания? Это просто вещь. Я брал его с собой в первую поездку в Москву. Это было давно. Он теперь только занимает место. Мне он напоминает молодость, поездки в другую жизнь. Но у нас нет места для новых вещей из-за чемодана. Я понимаю, но выкинуть его не могу. Ты не думаешь, что можно подарить его музею? Кому нужен мой старый чемодан? Может, в нашем городском музее есть старые вещи? Я не уверен, что он им интересен. А если просто поставить чемодан на антресоли? Я все равно буду помнить о нем каждый день. Почему для тебя важны старые вещи? С ними связаны воспоминания о друзьях и семье. А нет ли других способов хранить воспоминания? Фотографии тоже есть, но вещь трогать приятнее. Ты боишься забыть то время? Наверное, да. Немного жалко отпускать прошлое. Но ведь у нас есть новые радости и семья. Да, я рад, что у меня есть ты, Оля. Может, вместе откроем чемодан и посмотрим, что там? Давай, это хорошая идея. Вдруг мы найдем что-то интересное для всей семьи. Там лежит моя старая тетрадь и фотографии. Покажи, пожалуйста. Я никогда это не видела. Вот, это мой класс, и я на выпускном в Ярославле. Какой ты был молодой! Папа, я понимаю тебя. Спасибо, Оля. Давай иногда смотреть старые вещи вместе. Хорошо, папа. Пусть чемодан останется с нами. Привет, Антон. Можно спросить у тебя кое-что? Привет, Катя. Конечно, спрашивай. Ты видел мой пластиковый контейнер для еды? Тот с синей крышкой? Нет, давно не видел. Да, он опять исчез. Это уже третий раз. Странно. Может быть, кто-то случайно взял? Возможно. Я часто храню в нем обед. Я тоже замечал, что терка пропадала однажды.
Наша кухня иногда как загадка. Согласен. У нас в доме все любят контейнеры. Я специально купила этот тюпервар в магните. Давай подпишем коробки нашими именами. Отличная идея, так будет проще найти свои вещи. Ты обычно что кладешь в контейнер? Я часто готовлю салат или пасту. Я обычно ношу с собой гречку и курицу. Может, кто-то думает, что контейнер общий? Может быть, ты спрашивала у Алины? Нет, но я спрошу, она всегда в курсе всего. Хорошо, а я у Пети узнаю. Спасибо. Жаль, что я не купила второй. Если что, могу одолжить тебе свой контейнер. Спасибо, Антон, ты очень добрый сосед. Не за что, всегда рад помочь. Давай вечером вместе подпишем контейнеры. Давай, я принесу маркер. Отлично, так будет проще всем. Ты уверена, что его нет в холодильнике? Да, я проверяла 2 раза, как обычно. Ладно, будем искать. Найдем обязательно. Спасибо еще раз, Антон, буду внимательнее. Идет, а если что, всегда спрашивай. Ваня, помоги мне, пожалуйста, я не понимаю этот пульт. Бабушка, конечно, какой у тебя вопрос? Здесь так много кнопок, я не знаю, какую нажать. Покажи, какую ты хочешь использовать. Я хочу посмотреть новости. Где кнопка ТВ? Вот эта зеленая кнопка включает телевизор. А как выбрать канал с новостями? Нужно нажать вот эти стрелочки вверх и вниз. А как остановиться на нужном канале? Когда увидишь номер канала, нажми ОК. Я вижу много цифр. Что они означают? Это номера каналов, новости на первом. Поняла. Значит, надо нажать цифру 1. Да, потом нажми ОК, чтобы выбрать. А если я хочу сделать звук тише? Сбоку есть кнопки плюс и минус. Это для громкости. Спасибо, Ваня. А как выключить телевизор? Для этого нажми большую красную кнопку сверху. Очень сложно для меня, столько всего здесь. Ничего, бабушка, я всегда помогу тебе. Было бы хорошо, если бы пульт был попроще. Может, купить пульт с большими кнопками? Наверное, да. Ты такой умный, Ваня. Спасибо, бабушка, я рад помочь. Мне нравится смотреть передачи с тобой. Мне тоже, бабушка, это приятно и весело. Ты научи меня, как включать мультики. Все просто. Другой канал и уже мультики. Я попробую сама найти их в следующий раз. Если что, позови меня, я рядом. Спасибо, мой золотой, ты у меня лучший. Обнимаю тебя, бабушка, все получится. Анна, почему свет в коридоре горел всю ночь? Ой, папа, я совсем забыла выключить его. Это уже второй раз на этой неделе, ты заметила? Прости, я была очень уставшая после учебы. Я понимаю, но свет расходует электричество. Да, папа, это неэкономно и плохо для природы. Ты знаешь, сколько стоит электроэнергия сейчас? Да, она стала дороже в этом месяце. Вот именно, нам надо быть осторожнее. Хорошо, в следующий раз я не забуду. Может, повесим памятку у двери? Это хорошая идея, Анна. Можно написать «Выключи свет». Я могу сделать красивую записку с картинкой. Договорились, я помогу приклеить ее скотчем. Спасибо. А какой цвет лучше выбрать для записки?
желтый будет заметен на стене. Согласна. Желтый яркий и веселый. А ты всегда выключаешь свет в своей комнате. Стараюсь, но иногда забываю, особенно вечером. Ничего, все забывают. Главное — помнить чаще. Я понимаю, папа, это важно для всей семьи. Верно. Вместе мы сэкономим деньги и поможем природе. Может, поставим таймер для света в коридоре? Интересная мысль. Мы можем посмотреть такие таймеры. В магазине электроника есть хорошие варианты. Отлично. На выходных вместе сходим туда? Конечно, я люблю выбирать что-то для дома. Ты молодец, Анна. Спасибо за заботу о доме. И тебе спасибо за понимание, папа. Доброй ночи, Анна. Не забудь выключить свет. Спокойной ночи, папа. Свет выключу обязательно. Сладких снов, дочка. И тебе хороших снов, папа. Маша, у меня есть одна странная история. Правда? О чем ты хочешь рассказать, Иван? Я написал сообщение тебе, но не отправил его. Сообщение для меня? Почему ты не отправил? Я был не уверен. Сообщение осталось в черновиках. Интересно, а о чем ты там написал? Я хотел пригласить тебя гулять по центру Москвы. Но тогда я стеснялся. О, Иван, мне очень приятно это слышать. А почему ты решил рассказать об этом только сейчас? Сегодня мне стало интересно, что бы ты ответила. Я бы с радостью пошла гулять тогда. Жаль, что я не отправил тебе этот черновик вовремя. Не переживай, может, еще не поздно это сделать. Ты права, можно предложить встретиться теперь. Конечно, я не против. Когда у тебя есть время? На этой неделе у меня свободен вечер пятницы. Пятница – отличный выбор. Может, встретимся у парка? Договорились. В 6 часов около входа в парк Горького. Да, это замечательно. Я буду там вовремя. Извини, что был таким нерешительным раньше. Ничего страшного. Это бывает у всех. Спасибо, что понимаешь меня. Подумаешь, черновик. Главное, что мы говорим сейчас. Согласен. Иногда лучше все-таки отправлять сообщения. Да, иначе можно что-то важное упустить. Ты когда-нибудь писала и не отправляла письма? Да, у меня тоже были черновики, особенно в детстве. Я боялась, что подруга не поймет меня. Понимаю тебя. Сложно быть честным иногда. Но общаться все равно важно, даже если страшно. Спасибо за откровенность. Мне теперь легче. Я рада. Давай больше не держать ничего в черновиках. Оля, ты помнишь, что мы забыли сделать вчера? Папа, я забыла. Что мы забыли? Мы не вынесли мусор. Он все еще в кухне. Ох, точно. Я думала, что ты вынесешь его утром. Я тоже думал, что ты вынесешь его до работы. Мы оба забыли. Иногда это случается. Сейчас в мусорном ведре много отходов. Наверное, запах уже плохой. Нужно убрать. Да, особенно когда жарко, запах быстро появляется. Извини, папа. Завтра я точно вынесу мусор. Не переживай, Оля, это не страшно. Я могу вынести прямо сейчас, если хочешь. Давай тогда вместе вынесем после ужина. Хорошо. Так быстрее и веселее. Я помню, когда ты была маленькой, ты носила маленькое ведро. Да, мне казалось, что ведро большое и тяжелое. А теперь ты самостоятельная и взрослая.
Спасибо, папа. Но иногда я все еще забываю. Все забывают что-то иногда. Главное — помнить вместе. Давай повесим записку на холодильник. Отличная идея. Так мы не забудем в следующий раз. Я напишу «Вынести мусор вечером». Я добавлю смайлик, чтобы было веселее. Иногда мама тоже забывает про мусор. Да, иногда у всех бывают такие дни. Папа, тебе нравится сортировать мусор? Это полезно для природы, но бывает лень. Я согласна, но мы стараемся сортировать всегда. Наша семья молодцы, что сортирует отходы. Жалко, что не все соседи делают так же. Может быть, со временем они тоже начнут. Главное – не забывать простые вещи. Правильно, Оля. Маленькие дела – важные дела. Посмотри, Саша, я нашла старую фотографию. Бабушка, где ты ее нашла? В старом альбоме, в ящике комода. Можно посмотреть, кто здесь на фото? Это я молодая, а рядом твой дедушка. Вы такие молодые. Где это было снято? В Ленинграде, в парке на набережной Невы. У дедушки смешная шляпа. Да, он очень любил носить головные уборы. У нас тогда была веселая компания. А когда было сделано фото? Это весна 1976 года. Ты выглядишь очень счастливой, бабушка. Это был хороший день, я хорошо помню. Чем вы занимались в тот день? Гуляли в парке, потом ели мороженое. Дедушка тоже любил мороженое. Очень. Он всегда покупал 2 порции для меня. У вас красивые улыбки на фото. Мы смеялись, когда фотограф нас снимал. А кто сделал эту фотографию? Наш друг Петр, он был фотографом-любителем. Можно мне оставить это фото себе? Конечно, Саша, я с радостью подарю тебе его. Спасибо, бабушка. Я поставлю его в рамку. Мне приятно, что ты ценишь семейную память. Я люблю слушать твои истории про семью. У меня еще много старых снимков, хочешь посмотреть? Очень хочу. Давай посмотрим вместе. Завтра я достану альбом и покажу тебе все. Спасибо, бабушка. Я жду с нетерпением. Я тоже, мой дорогой внучек. Я тебя люблю, бабушка. Привет, Оля. Ты помнишь фильм, который мы смотрели вместе? Привет, Миша. Ой, какой фильм, я уже забыла. Это был тот комедийный фильм «Вечером в субботу». А, да-да, я забыла название. А ты помнишь? Кажется, его называли «Новая встреча». Так? Да, теперь вспоминаю. Там же был актер Иван Петров. И актриса Мария Кузнецова, да? Она очень смешная. Точно, она там играла учительницу из Москвы. А что делал Иван Петров в фильме? Я не помню. Он был ее коллегой. Они вместе работали в школе. Точно, они готовили концерт для учеников. Помнишь сцену, где они пели песню вместе? Да, это было весело. Все в зале тогда смеялись. Музыка была очень приятной, такая веселая мелодия. А чем закончился фильм, я совсем не помню финал. Я тоже. По-моему, был большой сюрприз на концерте. Кажется, кто-то пришел неожиданно. Может, директор? Да, вошел директор и начал танцевать с детьми. Спасибо. Теперь я вспоминаю все детали этой сцены. Мне нравилось, что фильм был добрый и смешной. Мне тоже. После фильма у меня было хорошее настроение.
Хотелось бы посмотреть еще один такой фильм с тобой. С удовольствием. Ты знаешь похожие фильмы? Есть еще комедия «Соседи по даче», тоже веселая. Отлично. Может быть, мы посмотрим ее на выходных? Это хорошая идея. Куплю билеты в кинотеатр. Договорились. Я возьму попкорн и напитки. Отлично. Люблю ходить в кино с друзьями. Да, вместе всегда веселее. Ты часто ходишь в кино? В последнее время редко. Работа отнимает много времени. Понимаю. Тогда кино – отличный способ отдохнуть. Согласен. Уже жду нашей встречи на выходных. И я тоже. Спасибо за приятную беседу, Миша. Спасибо тебе, Оля. До встречи. Дима, почему окно открыто? Ты забыл его закрыть? Ой, Лена, кажется, это я. Простишь меня? Конечно, но теперь в комнате холодно. Я не заметил, что оно осталось открытым. Я утром чувствовала сквозняк. Странно было. Прости, в следующий раз буду внимательнее. Сейчас осень, можно быстро простудиться. Согласен. Пойду захлопну окно прямо сейчас. Спасибо. Может, заодно закроешь штору? Конечно. Вот, все готово. Теперь стало теплее. Как хорошо. Извини, что доставил тебе неудобства. Ничего страшного. В следующий раз проверяй. Обещаю, буду внимательнее перед уходом. Ты часто забываешь закрывать окна дома? Иногда, когда спешу на учебу в институт. Я тоже иногда тороплюсь. Такое бывает. У тебя никогда не было такого со своими окнами? Было. Особенно зимой в Новосибирске. Ужас. Наверное, тогда холодно, как в Арктике. Да, мама всегда ругалась. «Лена, закрой окно». Говорят, проветривать полезно, но не так долго. Да, коротко открывать хорошо. Иначе простуда. Сегодня вечером будет чай, согреемся. Хорошая идея. Я испеку блинчики к чаю. Будет вкусно. Спасибо, Лена. Пожалуйста, Дима, окно теперь под контролем. Я поставлю стикер «Не забудь окно» на стену. Вот это отличное решение. Хорошо жить с тобой. И мне нравится делить квартиру с тобой. Спасибо за понимание, Дима. Спасибо, что напомнила. Больше так не повторится.